Всем доброго времени суток. Я хочу поблагодарить уважаемую Ингу за ее уникальный труд и смелость нести людям тайные знания. Эти знания реально помогли мне. Познакомившись с сайтом «Ведьмина изба», стала делать ритуалы, и все шло замечательно. Потом, как говорят, корова языком слезала. Ни заказов, ни денег. Залезла в долги. Не знала, что делать. Попросилась через Яну на прием к Инге, но мне было отказано. Сначала я сильно расстроилась, но потом пришло осознание. Если меня не взяли на прием, значит, у меня не так уж все и плохо. Значит, я могу со всем справиться сама. И эта мысль меня ободрила и обрадовала. Я, как говорится, вытерла слезы и сопли и вплотную занялась ритуалами. Стала проводить ритуалы чисток. Проводила разные ритуалы, но больше всего мне нравится ритуал чистка онлайн. В ней собрано 3 ритуала. Когда проводила этот ритуал, свечка у меня сверкала и брызгала, как бенгальские огни. Проводила чистку убрать зависть и крадник. Здесь у меня уже горела соль и с треском разлеталась в разные стороны. Проводила ритуал избавиться от долгов. Там надо капать свечку в воду. Так после этого ритуала постоянно вытаскивала черные лепешки воска из воды. Проводила ритуал остановить крушение жизни. Сильная чистка, языческая сила. Днем ставила халяве сливки, молоко, читала заговор халяве, деньги с неба. Проводила ритуал сила царственной фортуны, подарок судьбы. И ситуация стала улучшаться, жизнь налаживаться. Недавно провела ритуал на быстрые деньги через 7 духов. Загадала получить 35 тысяч рублей. Пришла эта сумма и даже больше, как и говорила Инга. Проводя ритуал во 2-й раз, я загадала уже 58 тысяч. Пришли деньги почти в 2 раза больше, уже через 10 дней. Я просто в восторге от этого ритуала. Благодарю вас, уважаемая Инга, за ваши ритуалы. Сразу появляются заказы, только успевай крутиться, и идет поток денег. Уважаемая Инга, благодарю вас за открытие мне волшебного мира магии. Ваши ритуалы, как волшебная палочка. Что просишь, то и получаешь. Низкий вам поклон. Хочу поблагодарить и вашу помощницу Яну. Она всегда спокойно и интеллигентно ответит на любой интересующий вопрос. Спасибо вам, и я рада, что вы есть в моей жизни. Хочется сказать, люди, не опускайте руки, делайте ритуалы, и будет вам счастье. Всем мира и добра. Здравствуйте, Яна, здравствуйте, дорогая Инга. Я хотела снова большое спасибо вам сказать за все ритуалы, Инга, которые вы нам дарите. И хотела просто рассказать, какое они имеют влияние. Вот вы недавно, это кажется в июне, хотели провести вот такой как бы общий ритуал, где мы бы все вместе его проводили бы, но подключиться не удалось, и вы нам посоветовали, что мы все сами, каждый для себя его провели. И мне кажется, вот там были еще вот такой ритуал на 3 короны, и я его впервые тоже провела. И очень удивилась, когда нам через неделю пришла такая сумма обратно от банка. Я и муж, мы очень удивились.
что какую-то сумму они нам обратно перевели. Этого еще никогда не было. Потом мы приобрели 10 лет назад дом, небольшой домик, который был в плачевном состоянии. И с 2020 года, а точнее сказать, 2021 года, мы начали как бы восстанавливать этот дом. И получилось так, что здесь однотипные дома все, и как бы очень много соседей, которые нам начали завидовать, потому что мы начали как бы строиться. И хочу сказать, что, наверное, вы уже и знаете, что я живу в Германии, и как бы такое отношение было типа иностранцы и как бы строятся. Это же им не нравится. И пошли на нас тоже постоянно какие-то кляузы пошли. Но я проводила вот это «И восстанет Бог Осирис», я проводила на 7 узлов, армянский ритуал, на 7 узлов, каждый завязываешь и произносишь фразу. И произошло такое вот интересное событие у нас. Я вот недавно узнала, что один сосед, который очень на нас просто уж очень нам мешал, у него вот рак легких. Хочу сказать, что такое онкология. А у других соседей у них сгорел дом. Но был пожар. Как бы у них вспыхнула вот какая-то вот газовая баллон. Баллон вспыхнул, и у них большие тоже проблемы. Он находится в больнице. Но как бы не он сам, но как бы семейка их нам очень мешала. И я, конечно, очень удивляюсь, что вот так они действуют. Муж мой, честно говоря, в это все не верит. Я ему тоже ничего не говорю. Он считает, что, что Бог их наказал. Но я другого мнения. Но его переубеждать нету смысла. Пусть каждый считает, как хочет. Я ему пыталась объяснить, но бесполезно. Хочу еще сказать, что я очень часто обращаюсь к Фортуне. Спасибо вам, что вы вот привили нам, как говорится, этот культ Фортуны, потому что она нам очень помогает. Я очень часто уже детей тяну, тяжело в школе, и очень часто другие дети покидают эту школу, а мы остаемся. Мы числимся в списках и с успехом закончили школьный год. Дочка перешла в 10 класс, а сын перешел в 8 класс. Очень многие дети не перешли. У нас очень сложная школа, гимназия, там надо много работать. Спасибо вам, что вы нас так поддерживаете. Вот единственное, что я бы хотела приобрести книгу «Белого кота». Но когда откроется, вот я не знаю, возможно ли пересылка в Германию, но я бы ее с удовольствием тоже приобрела. Благодарю вас за все. Добрый день, Инга. Добрый день, все подписчики канала «Ведьмина изба». Вчера был один из самых счастливых дней в моей жизни. Моя дочь оформила документы на ипотеку в городе Новосибирск. Она давно шла к этой цели. Вот в том году был очень насыщенный день. В этом году все удачно сложилось. Благодаря ритуалам и шепоткам Инги Хасроевой. Ну, в основном, конечно, делала я. Она шепотками и заговорами. Потому что все бегом-бегом, так все быстро, стремительно происходит. А ребенок маленький, отвлекает. Вот. Вчера мы и подписали документы. Денежка осталась, еще и колечко золотое внученьке купили. Денежку сегодня детям на Донбасс отправили. Вот. А сегодня уже второй раз пришли в Новосибирский зоопарк. Вот тут такое место, кафе.
с водопадом, как говорит Инга, вот, чтобы бегущая вода была. Ой, прям у меня душа радуется. Я сама такая счастливая на 7-м небе. И вот спешу с вами поделиться. Делайте, девочки, помогайте дочерям. О том, сколько, как сказать, денег сквозь пальцы утекло, не буду рассказывать. А сейчас приеду и буду с новыми силами. Надо работать, чтобы оплачивать ипотеку. Доченька, конечно, очень старается, но я просто помогаю ей. Здравствуйте, уважаемая, бесценная, дорогая Инга. Здравствуйте, Яночка и все подписчики нашего любимого канала. Меня зовут Ирина, и я на канале почти 4 года. Впервые записываю ролики, очень волнуюсь. Хочу рассказать всему миру, какие великие дела совершает наша дорогая Инга. Какая у нее великая, могучая сила, и как она спасает простых людей совершенно бесплатно от верной смерти. Рассказать в 2 словах историю невозможно. Лучше я напишу голосовой и отправлю Яночке. Хочу пожелать нашей Инге быть здоровой, счастливой, иметь рядом таких друзей, как Яночка, а главное быть любимой. Будьте всегда такой молодой, светлой и доброй душой. Помогайте людям, уважаемая Инга. Вы не представляете, как они нуждаются и ждут вашей помощи. Ушли болезни, ужас и кошмар. Вы подарили ей здоровье, и выразить я благодарность хочу вам. Вы к жизни дорогу ей повернули. Сегодня я спасибо говорю за то, что вы совершили чудо, и поклониться я хочу за мамочку, которую вернули. И как вас только отблагодарить все. Все фразы кажутся пустыми. Вернее, будет оценить ваш труд поклонными земными. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. Ты знаешь, так хочется жить, как не напишут в газете, взять и все раздарить, жить, чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить в миг, когда
тебя задавило. Встать и всем объявить: я вернусь, даже если прибило. Хочется жить в ту минуту, что роковая, все плохое забыть, всех простить. Лишь прощение, спасение, я знаю. Ты знаешь, так хочется жить в зимнем саду спящей вишни, чтоб по весне рассвет